Здорово всем! Последние пару месяцев я спал по 6 часов в день, потому что делал программу для оптимизации. И наконец-то вышла первая версия, поэтому пилю ролик. Если ты впервые на моем канале, то после просмотра этого видоса ты, возможно, забустишь себе FPS примерно на 40%. Все, короче, давайте сразу скачаем прогу и я покажу и объясню вам, как она работает и что она делает. Ссылка на скачивание будет в описании, вы можете прямо сейчас перейти по ссылке и скачать. Скачивание пока доступно только на Дискорде. У вас появится вот такое вот окно, нажимаете принять приглашение или вводите свой ник и просто заходите. Откроется сразу страница для скачивания последней версии бустера X. Здесь просто вот последнее то, что мы видим, просто скачиваем, все равно загрузить. И вот эту вот скачанную прогу просто перетащите на рабочий стол. И вот появляется прога. Давайте запустим. Смарт-скрин выходит, выполнить в любом случае. Открывается прога, давайте сразу пройдемся по интерфейсу. Надеюсь, что все понятно. Убедитесь, что у вас стоит актуальная версия и посмотрите на свой уровень оптимизации. Если у вас там выше 80%, то у вас все нормально. А здесь вы можете читать последнее обновление, что было исправлено, привет YouTube и так далее. Давайте сразу начнем оптимизацию. В проге есть три метода оптимизации. Первое — это опросник. Это основной метод оптимизации. Давайте начнем. Просто нажимайте на вот эту большую кнопку. Начать оптимизацию. Кстати, забыл сказать, прога, когда запускается, сканирует всю вашу систему на твики, настройки и так далее. Проверяет только те настройки, которые влияют каким-либо образом на FPS или на задержку системы. Учитывается прям все, сколько у вас ядер, какая у вас видюха, стоит SSD или HDD и так далее. Собирает все эти данные и показывает вам только те настройки, которые у вас не стоят. Например, вот здесь показывает максимальная производительность, потому что сейчас стоит какая-то другая схема. Вы можете здесь нажать показать описание и прочитать, о чем идет речь. Но я не рекомендую читать, просто можете прочесть, учтите, здесь минусы прочитать и рекомендуется. Например, вот здесь повышение температуры, проверяйте. Рекомендуется включить? Да. Все, если хотите включить максимальную производительность, просто нажимаете да. Отключить гибернацию, запуск ПК замедлится на пару секунд. В играх пропадут лаги, просадки FPS и фризы. Да. И вот таким вот образом вы просто отвечаете на вопросы и оптимизируете свой ПК. Давайте я закончу все это и посмотрим, как все будет. Финальный этап. Я ответил где-то на 20 вопросов. Появляется вот такая вот финальная страничка. Вопросиков там где-то около 30. И у вас реально будут пропускаться некоторые вопросы, если программа решит, что лучше не делать какой-либо твик на вашем ПК. Все, у нас появляются две кнопочки. Первая — это сохранить профиль. Второе — это применить оптимизацию. Рекомендую вам сохранить профиль, чтобы вы могли вернуть все настройки назад или наоборот делиться своим профилем с другими людьми. Да? Например, вот я сохраняю профиль. Сохранить. Вот на рабочем столе у меня появляется профиль. Сейчас я вам покажу, что она будет делать. Так, мы сейчас просто нажимаем применить оптимизацию, и у нас начнется оптимизация. То есть в этой проге вы можете делать все, что угодно, и пока вы не нажмете применить, ничего не будет применяться. Так что вот сейчас мы собрали свой профиль, и теперь мы применяем всю оптимизацию. Нажимаем. Подождите, идет оптимизация. А в будущих версиях, кстати, здесь будет показывать, что она делает, а так пока только так. Давайте подождем. У меня прошло где-то секунд 30, а настройки успешно применены. Перезагрузите ПК, тащите в катках. До этого делал тесты. Вот прямо сейчас стоит чистая винда. Поставил максимальную производительность и провел 4 теста FPS через вот эту вот прогу. Вот такие вот результаты я получил. И сейчас я перезагружусь и сравню результаты. Так, я иду на перезагрузку. Блин, сказал до 40% и получаю уже какие-то космические результаты. Вот, короче, после базовой оптимизации повышается вот так вот FPS. Мне кажется, что при первых тестах у меня там в фоне что-то работало. Наверное, обнову винды. Так что не сильно доверяйте. При следующих тестах будем отталкиваться от после опроса. Давайте идем дальше. Открываем прогу. Вот такая вот классная анимация, идет проверка. У нас текущий уровень оптимизации сейчас стоит базовый. Как рассчитывается уровень оптимизации? Как я говорил ранее, прога считывает все настройки, которые каким-либо образом влияют на FPS и задержку, и проверяет, все ли у вас стоит нормально по рекомендованным значениям. Если что-то не стоит, он просто убирается и вот так вот показывает просто по процентам. Переходим ко второму методу. Второй метод оптимизации — это быстрые методы. Здесь просто вы можете выбрать какой-либо режим, и здесь вы можете оптимизировать свою систему прям за один клик. Можете здесь прочесть. Рекомендую всегда углубленные. Тут еще делается деблоу от системы. Удаляются все заранее установленные проги, винды и так далее. Кстати, вот в вопроснике сейчас делается страничка, где можно сделать деблоу. Пока такого нету. Деблоу сейчас делается только через быстрые методы или через режим эксперта. Но в будущем обязательно появится в опроснике. Итак, сейчас я сделаю, наверное, хардкор или углубленный. Давайте сначала углубленный сделаем, потом сравним с режимом эксперта. Это классный режим. Вот, короче, делаю углубленную оптимизацию.
оптимизацию, читаете все это и нажимаете применить оптимизацию, и у нас идет оптимизация. Прошло где-то около минуты, наверное, из-за того, что у меня сейчас SSD стоит. Если у вас HDD, это будет намного дольше, но не больше 10 минут. Все, закрываю окно. Давайте перейдем в основную страницу. Уровень оптимизации у нас 88%. Офигеть. Сейчас я перезагружусь, опять сделаю тесты и сравним результаты с базовой и отличным уровнем. Я перезагрузился и сделал тесты. Давайте посмотрим. Плюс где-то 16 FPS. Ну, вроде норм. В проге тоже так и обещано, где-то плюс 5 FPS от базовой оптимизации. Смотрите теперь, как стабильно идет FPS. Прикольно. Кстати, если вы смотрели мои прошлые ролики, в проге делается все то же самое, только автоматом и прям за пару минут. Все, запускаем прогу, идем далее. Показываю и объясняю, что да как. Кнопка профиля. Не обращайте внимания на пустое пространство. В будущем здесь планируется сделать офигенный проект, который будет четким. Так, первая кнопка импорт. После опросника вы, допустим, сохранили профиль, да? Внутри этого профиля записываются настройки, которые вы выбрали. Если через какое-то время, допустим, 2 недели, у вас начинает проседать FPS, потому что там в фоне какая-то функция включилась, вы решили обновить винду и так далее, вы можете просто перетащить ваш профиль сюда и применить те же самые настройки, наверное, да, вот так вот. Перезагружаетесь, и у вас ПК настроено так, как вы и делали. Второй вариант использования импорта настроек. Вы можете скинуть свой уже офигенный профиль своему другу, который не разбирается в оптимизации и так далее. Он просто может перетащить вот этот профиль в это окно, и у него комп оптимизируется точно так же, как и у вас. Вот таким вот образом работает. Вторая страница возврат. Если вы после опросника или вы вообще хотите вернуть все настройки назад, вы можете тоже профиль просто перетащить в это окно. Смотрите, вот эти все настройки будут применены в обратную сторону. Если вот, например, вы выключали Wi-Fi, то она наоборот включится. Перетаскиваете, применяете и все. Идем далее. Снимок. Был сделан снимок всех примененных настроек и твиков на вашем ПК. Нажмите сохранить, чтобы создать файл настроек. Сохраняем. У нас создается снимок нашего ПК, то есть вы уже до этого оптимизировали свой ПК, например, через мой видос. Вот так вот снимок сделали, типа у вас офигенное состояние вашего ПК, вам все нравится, вы просто можете вот снимок сделать, у вас сохранится профиль, и вот, короче, можете потом этот профиль тоже скинуть другу или самому импортировать. Вот такие вот удобства. Далее страничка исправления. Вы можете здесь просто исправлять все ваши проблемы. Все исправления применяются сразу после нажатия. Надеюсь, эта страничка вам понятна. Здесь еще будут дополняться всякие проблемы, не только из-за оптимизации, но еще и такие популярные проблемы. Например, не запускается античит, не устанавливается что-то, панелька управления NVIDIA и так далее. Вот такие вот распространенные проблемы мы будем добавлять в эту страничку, чтобы вы могли просто одним кликом исправлять такие проблемы. Кстати, как я вам ранее говорил, начать оптимизацию будет показывать только те вопросы, которые нуждаются в оптимизации, да? Давайте посмотрим. Вот, у меня появляется сделать очистку. Очистка всегда будет появляться. Здесь вот такая вот логика, да? Ну, короче, вот нажимаю далее, и все, сразу появляется финальный этап, потому что все вопросы уже пропущены. Потом, конечно, в этой странице добавим выбор, пропускать вопросы или нет. А пока что так. И, наконец-то, дошли до режима эксперта. Экспертный режим доступен только про пользователям. Ключик можете купить по ссылке в описании. Давайте посмотрим, что у нас в режиме Pro. Активация прошла успешно, давайте зайдем. Вот так вот выглядит эксперт режим. В эксперт моде вы можете контролировать все параметры вашей винды вручную. Здесь сразу показывается, что у вас включено и что у вас выключено. Если вы купили ключ, всегда обращайте внимание на красные. Здесь надо понять, что синее это хорошо, красное это плохо. Так что обращайте внимание на красное. Например, у меня вот смотрите, Smart Screen включено пишет. Я просто нажимаю вот сюда, будет отключено. Вы можете здесь, кстати, можете все что угодно вот так вот сделать. Программа не сразу это применяет, а применяет после применения. Именно после нажатия применить. То есть вы можете все что угодно здесь сделать. Можете все настройки вернуть по умолчанию, можете оптимальное поставить или даже максимум. Или можете просто обновить страницу, чтобы программа еще раз сканировала все эти настройки и показала типа как они сейчас стоят. Вот, например, Smart Screen включено, выключаем. Игровой режим почему-то отключено. Включаем. Быстродействие стоит среднее. Давайте поставим на наилучшее и применяем.
Обновляется Explorer, оптимизация закончена. И все, давайте обновим страницу. И все, как мы видим, все синее, все четенько, да? Идем далее. Вот это вот базовые настройки. У нас еще есть службы. Службы все, так сказать, сгруппированы. И вот, например, принтер, здесь вырубается где-то 5 служб. Wi-Fi тоже 5 служб. Bluetooth тоже 5 служб. Например, Store здесь где-то 8 служб. Например, вы не пользуетесь принтером, вы просто можете отключить службы принтера. Диагностика ошибки, удаленное управление, локальная сеть и так далее. Еще есть нерекомендуемые службы, но выключать можно, потому что, например, вот служба для прокси, темы, которые дают вам управлять вашими темами, и служба помощника по совместимости программ, которая предназначена для старых игр и так далее. Выключу вот эти вот службы. Я хочу сделать 100% оптимизацию и затестить FPS. Закрываю, идем далее, очистка. Вот это, наверное, уже все сделано, но давайте еще раз очистим телеметрию и мусор. Оптимизация закончена, перезагрузите ПК, как все настроить. Не знаю, как вам, но мне кажется, что слишком мало функций. Но на самом деле, вот углубленная очистка телеметрии и углубленная очистка мусора здесь расписаны по 200 строчек кода. То есть они вырубают по 200 параметров прям в системе и очищают по 200 папок, можно сказать. Когда вы вырубаете телеметрию, надеюсь, вы не выбираете, что оставить, а что нет. Потому что это телеметрия, везде телеметрия одинаково. Если вам что-то не нравится насчет вот чистки телеметрии, вы можете написать в Дискорде насчет предложений. Мы добавим здесь отдельные настройки, которые вы не хотите выключать. Одной кнопкой просто вырубили дофигища телеметрии. Идем далее. Твик реестра. Кстати, прочитайте, пожалуйста, вот наведитесь на вопросики и прочитайте, за что отвечает вот функции. В будущем еще тут будет углубленное объяснение для тех, кто реально хочет изучать всю эту тему и так далее. А так сейчас простые объяснения, чтобы было понятно, что вы делаете. Вот после углубленки вот здесь все вот настроено. Вы можете, например, здесь mouse data queue-size. А в последнее время почему-то многие говорят, что это реально помогает. Я еще не ощутил, поэтому я на дефолтах играю. А так вы можете вот здесь свои кастомные значения поставить, например, 54 и 50. Я видел там кто-то по 20 ставил. Давайте сейчас поставим по 20. Почему бы и нет? А не, хотя лучше 54 и 50 поставлю. И еще раз, почитайте описание. Идем далее. Электропитание. Показывается активная схема. Power throttling у меня вырублена. Читайте описание. Рекомендуется отключить на ПК. Вырубаем. И здесь есть кастомная схема от самой проги. PowerX by Booster X. Давайте добавим и применяем. Для вашего удобства тут есть еще возможность удаления и добавления дефолтных схем по умолчанию. Кстати, если вы делаете кастомные схемы электропитания, вы тестите, проверяете все, вы можете написать мне в LS в Дискорде, и я добавлю здесь вашу схему электропитания, чтобы людям можно было выбирать. Вот, короче, идем далее. Приложение. Здесь происходит деблоад всех приложений винды. Здесь я не добавил, например, калькулятор, фотки и так далее. В будущем обязательно добавлю. Внизу будет, наверное, типа не рекомендуется удалить. Также здесь будет установка DirectX, C++. И еще подумаем, что можно будет добавить. Это еще не полная менюшка. Здесь еще дорабатываются 3 странички, видеокарта, прерывание и кастомная оптимизация при старте. То есть вы можете себе настроить свою оптимизацию, которая будет запускаться при старте системы один раз. Вы можете там добавлять свои процессы, выбирать, какое ядро убирать из системных процессов. В прерываниях будет отделение от первого ядра устройств, которые сильно требуют ЦП. Страничка видеокарты уже, кстати, умеет определять вашу видюху и показывать рекомендованные настройки, которые можно сделать. И, кстати, автозагрузка еще делается. Короче, идей много, и все это будет реализовано. Пока что вот так. Для тех, кто вручную оптимизирует и хочет использовать прога умеет делать где-то 90% из моего пака оптимизации. Если вы смотрите это видео где-то в мае, то, наверное, уже добавились какие-то функции, а так сейчас нету установки дров, рекомендуемых чистых дров, прикиньте, я это буду добавлять. Установка дополнительных компонентов, остальное из основной оптимизации все есть. Из углубленки нету дисплей масштаба, прерывания и автозапуска. Вот эти 3 функции. Остальное из этого пака уже есть. Надеюсь, вы поняли, в чем смысл этого эксперт мода. Опять же, допустим, что вам хреново стало что-то играть, у вас просел FPS, вы можете просто зайти в экспертную менюшку и посмотреть на красненькие, что у вас не так стоит. Все, исправляете, выходите и дальше играете. Экономите, так сказать, время, чтобы дофига раз не переустанавливать винду или просто экономить время на оптимизации. Давайте я сейчас перезагружусь и затещу FPS после хардкора. Я перезагрузился и хочу посмотреть на эти 100%. Офигеть, идеально. Короче, я сейчас затащу FPS и сравним. Думал, будет где-то плюс 5 FPS, но вот так вот теперь повысилось.
На этом все. Качайте, чекайте. Если что, отвечаю только в ЛС в Дискорде, можете писать сколько угодно. Предложения, баги и так далее тоже писать в Дискорде. Подпишитесь в группу ВК, залетайте в Дискорд, подпишитесь на канал, поставьте лайк. Всем спасибо за просмотр. Надеюсь, вам зайдет эта прога. Всем пока.